Это Pontiac Le Mans. Вообще существовало три машины с одинаковой внешностью. Если коротко, то была машина Tempest с комплектациями Le Mans и GTO, которые впоследствии отделились и стали самостоятельными моделями. GTO считается первым маслкаром и поэтому чуть популярнее, хотя отличий от Le Mans немного, я покажу тебе их. Это машина 66 года, это второе поколение. Выпускался он в кузове универсал, седан, кабриолет и в самом красивом варианте это хардтоп. Хочу выразить благодарность Майку, владельцу этого Pontiac, за возможность снять обзор на его машину. Майк купил Pontiac в 2019 году и выбрал путь реставрации, а не постройки рестомода. Это когда в кузов старого автомобиля устанавливаются все новые компоненты. Реставрация продлилась примерно 4 года. Pontiac сохранил оригинальный внешний вид и техническую часть, но получил немного изменений. Что касаемо отличий GTO от Le Mans. У GTO будет ноздри на капоте и перенесен поворотник из бампера в решетку радиатора. Здесь под капотом установлен оригинальный 326 V8 с двухкамерным карбюратором. Он выдает 250 сил. Также была опция установки четырехкамерного карбюратора. Тогда мощность поднималась до 280 сил. Двигатель работает в паре с оригинальной трансмиссией 727. Это трехступенчатый автомат. Вообще говоря о классических машинах, представляешь их на штампованных дисках с резиной как бублик. Здесь найден баланс между классикой и современностью. Большие 20-дюймовые диски с рисунком на диски, похожие из 60-х, отлично вписываются в дизайн. Что касаемо тормозов, они здесь модифицированы, все же это безопасность. Взамен барабанных установлены дисковые с суппортом скоба. Суппорт окрашен в красный цвет. Я бы его покрасил либо в серый в цвет кузова, либо в черный цвет. Что касаемо подвески, она здесь новая, но сохранила оригинальный тип. Спереди независимая, сзади мост. Размер Le Mans не маленький, в длину он 5100, хотя тогда это считалось среднеразмерным автомобилем. Внешне эту машину выделяет черная виниловая крыша. Крутой штрих тех времен, аналогичные контрастные крыши на современных машинах. Что касаемо серого цвета, это ее не оригинальный цвет. Машина за всю историю побывала уже в разных цветах. Мне нравится, как она смотрится, хорошо контрастирует с хромированными элементами и черной крышей. Вообще цвет сложно выбрать, когда у тебя есть возможность покрасить машину в любой цвет. Сзади самое заметное отличие GTO от Le Mans – это фонари. У GTO горизонтальные линии, а у Le Mans что-то наподобие изогнутого прямоугольника. За счет того, что форма крыла одинаковая, с небольшим плавником, фары Le Mans сюда вписываются лучше, и я его считаю красивее. Также фонари выполняют роль поворотников и стоп-сигналов. Ниже в бампере лампы заднего хода. Под бампером слева и справа трубы выхлопной системы. Она здесь чуть модифицирована. Давайте послушаем звук старого карбюратора нового V8. Горловина лючка бензобака прячется за номером. Это классный ход, чтобы не портить лючком внешность. Сделаю отступление про номер. В Калифорнии можно выбрать дизайн номера. Самый популярный – это черный и белый фон. Также можно выбрать сам номер. По закону машины должны ездить и с передним, и с задним номером, но примерно процентов 35-40 машин ездят только с задним номером. Переходим к интерьеру. Здесь все новое, но выглядит как в оригинале, за исключением приборов и руля. Дверная карта очень простая. Небольшой подлокотник и две ручки. Открыть дверь и опустить, поднять стекла.
Сидушки так же, как в оригинале, без подголовников и с двустойчатыми ремнями. Имеют регулировки только вперед-назад вот этим рычажком. Вообще посадка удобная, ножной колодец широкий. Там есть ручка ручного тормоза и спрятаны динамики, аудиосистемы. Также есть кнопка «Моргнуть дальним». На приборной панели слева небольшое вент-отверстие, такое же с правой стороны. Что касаемо приборов, они здесь, как я уже сказал, не оригинальные, но в ретро-стиле. Помимо стандартных спидометра, тахометра, бензина и температуры двигателя, есть еще два дополнительных: давление масла и вольтометр. С правой стороны замок зажигания, с левой рычажок управления ближним дальним светом. Рулевая колонка не регулируется, на ней только один переключатель поворотников. Руль тоньше и меньше, чем в оригинале, но он удобный. Правее идет мультимедиа. Я бы здесь установил мультимедиа в ретро-стиле, чтобы поддержать концепцию. Между сиденьями центральная консоль непривычно низкая, с ручкой КПП и небольшим отсеком для хранения. Чтобы попасть на заднее сиденье, просто откидываем спинку. Сзади места не так много для взрослого человека. Обращу ваше внимание на интересную особенность. Зеркало заднего вида есть только с водительской стороны и центральное. С правой стороны, с пассажирской, его нету. Раньше это была опция. Мы прокатились по окрестностям, и я получил массу новых впечатлений, так как ранее не ездил на таких машинах. Эмоции передать будет сложно, но я попробую. Сидеть за рулем удобно, несмотря на длинный капот, габариты чувствуются хорошо. Передние стойки тонкие и не закрывают обзор. Подвеска мягкая, хорошо отрабатывает неровности, но из-за тонкой резины чувствуются удары по диску. Красота требует жертв. На ощупь непривычно тонкий руль. Лифта нет, машина четко следует по заданной траектории. По ощущениям, двигатель мощнее, чем 250 сил. Чувствуется запас под педалью. Двигатель моментально отзывается на нажатие газа. А вот КПП чуть пинается и переключается неспешно. Но это нормально для агрегата возраста почти 60 лет. Тормоза настроены непривычно. Колодки схватывают, когда педаль нажата почти полностью, но торможение уверенно. Мы катались с открытыми окнами. Звук мотора захватывает. Хочется ехать и слушать его, а не музыку. В заключение, для таких машин не важен, какой расход или какой пробег. Важен стиль и состояние. Суть купить эту машину, восстановить ее и наслаждаться. Ездить на тематические встречи. Как правило, владельцы сами ее ремонтируют и производят ТО. Напиши в комментариях, какой твой любимый muscle car. Дальше будет больше интересных машин. Пока!